Приветствую! Данное видео будет исключительно про криптокарты. То есть да, сейчас многим людям это будет неинтересно, потому что не все еще натапали хомяка, хомяк не выдал деньги, соответственно, возможно, для некоторых вообще криптовалюта неизвестна. Но для тех, кто уже им пользуется, или, возможно, те, кто в дальнейшем уже получат какие-то криптоактивы, возникнет вопрос о том, чтобы использовать эту криптовалюту для оплаты каких-то там услуг реальных. Потому что использовать каких-то посредников, криптообменники там, или на биржу выводить через P2P, получать обратно какие-то средства бывает неудобно, долго, да и в некоторых случаях какие-то там контроль средств тоже, возможно, неудобен для пользователей. Поэтому вот такие криптокарты, которые позволяют криптоактивы использовать как реальные деньги в магазине там через терминал. То есть подключается это к Apple Pay, Google Pay, поэтому можно использовать прямо в телефоне как виртуальную карту. Да, сейчас вообще криптокартами никого не удивишь, потому что много бирж предоставляют такую карту, как пластиковую, так и виртуальную. Есть отдельные сервисы, которые предоставляют такие карты, но у всех есть какие-то ограничения, ну и не исключение. Вот в этой карте, которую я хотел бы рассказать, это Moose Wallet. Это сервис, который имеет партнерство с MasterCard, с Visa, который полноценно зарекомендовал себя, знаю о нем уже более полугода точно. И он развивается, и постоянно в нем есть какие-то функции. Я сам пользуюсь именно этой картой, потому что мне как бы удобно и комфортно. Да, есть ограничения. Так, разберем вот конкретно на примере Moose Wallet. Итак, Moose Wallet предоставляет три типа карт. Все они требуют идентификации личности KYC. Ну вот, черная. Это самая элитная карточка, там премиум класса, стоимость ее $400, разовый платеж. Мы один раз заплатили, и мы ей пользуемся. Но она почти везде доступна, пластиковая карта, ее присылают, там отдают, курьер там прямо все радуется. Но у нее лимит на день расходов $500 000. То есть, если у меня есть такие зрители, которые вот такую сумму планируют расходовать, ну, без лишних контролей, то вот эта карта просто эксклюзив. Один раз заплатил и без каких-то комиссий остальных использоваться. Но я таких сумм не расходую, но вот, например, для Европы немножко карта попроще. Она требует второй уровень прохождения верификации, но для европейской зоны она доступна с пониженными комиссиями. Ограничения у нее есть по странам: Беларусь, Россия, Украина, Иран и Куба. То есть там эту карточку получить невозможно. Она виртуальная уже, то есть она подвязывается под функционал виртуальных карт. У нее лимит $5000, стоимость ее разовая $25 и ежемесячная $1. Также вот у нее есть функционал пониженных комиссий, то есть видно, что это для европейской экономической зоны. Там какие-то свои нюансы, опять-таки, если будет интересно, можно почитать на сайте, все ссылки я оставлю. То есть тут никаких каких-то там скрытых там тарифов нет. Вот платили карту $25 и $1 платите каждый месяц такой абонентской платы. Итак, третий тип карты, вот эту карту я уже использую. Стоимость ее разовый платеж $10. То есть тоже есть ограничения по некоторым странам, поэтому если в этой стране, то, к сожалению, пока что возможности ее подключить нет. Это виртуальная карта, то есть лимит в день $200 000. Но, соответственно, тут есть некоторые проценты. Разовый платеж $10, все, она уже постоянно у нас. И 3% снимается при каждой операции. Поддержит она Apple Pay, Google Pay, PayPal, Alipay и другие вот все вот эти функции, которые позволяют привязать виртуальную карту. Итак, теперь быстрое пошаговое руководство, каким образом можно зарегистрировать этот профиль и заказать себе карточку и использовать ее в дальнейшем. То есть вот мы переходим по ссылке, в описании она есть. Дальше подтверждаем, что мы человек, проводим этот слайдер, указываем почту, на которой мы хотим зарегистрировать свой профиль. В принципе, стандартная базовая структура регистрации в каких-то там онлайн-сервисах. Далее скачиваем официальное приложение в Apple Store или Google Market, запускаем приложение. Ну, тут, в принципе, такая коротенькая инструкция функционала этого приложения. Особо тут вчитываться не обязательно. Тут пролистали, нажали Next и попадаем в интерфейс нашего приложения. Тут есть вверху логин, регистр, если вы еще не зарегистрировались. Но если мы уже профиль этот создали на первом шаге, то заходим под тем почтовым ящиком, который мы зарегистрировали. Проводим, опять-таки, тоже слайдер, что мы человек, и ждем пароля на почту. На почту нам приходит подтверждение, мы подтверждаем, если у нас есть какие-то там вот возможности разблокировать без пароля. Тут уже на свое усмотрение, в принципе, кому как удобно. Метод блокировки приложения, чтобы никто не смог воспользоваться средствами. Итак, для того, чтобы карточку получить, мы выбираем или вверху Apply Card, или в центре New Card.
После чего появляется меню последовательности действий. Выбираем тип карты, который нас интересует. Дальше нам предлагается функция оплаты. То есть нам необходимо, чтобы сумма для оплаты этой карты уже была на счету. Как внести сумму на счет, я покажу дальше более подробно. Сейчас базовая такая информация, что необходимо будет сделать. Пройти KYC, подтверждение профиля, немножко там подождать. Вам придет подтверждение, что KYC пройден. И потом уже эту карту активировать, соответственно, и она придет уже в течение тоже, по-моему, нескольких часов, уже активируется в самом приложении. После чего ее можно вручную добавить уже в Apple Pay или Google Pay как обычную пластиковую карту, просто вводя эти данные. Итак, нам утвердили карту, теперь у нас есть возможность ее использовать. Итак, как это делается? Мы пополняем наш счет этого кошелька. Когда у нас есть средства на счету, мы можем заводить эти средства на карту и их расходовать, или с запасом положить, но рекомендуется все-таки какую-то часть. Закладывать не обязательно весь счет, но опять-таки у кого какой счет. Когда мы средства вносим на карту, обратно их вернуть невозможно. То есть их только для расходования в реальном мире. А если у нас сумма на счету, именно криптовалюта, то мы можем ее опять отправлять на биржу, отправлять на другие кошельки и использовать как и обычный виртуальный кошелек, кастодиальный, не кастодиальный, не имеет значения. То есть сама структура вот этого счета работает именно так. Переходим к пополнению счета. То есть я уже проверил, все работает, как бы на себе все испытал, чтобы была достоверная информация. Итак, вверху слева мы видим состояние нашего счета, то есть не карты, а именно счета. Чтобы пополнить наш счет, необходимо сделать перевод с другого электронного кошелька на этот счет. Мы можем выбрать из раздела монет, то есть первая строчка это монеты. USDC и USDT это так называемые стейблкоины, они привязаны к доллару. Все остальные это криптомонеты, которые в общем имеют свой курс. Итак, мы можем в любой из этих монет, которые есть в списке, сделать перевод на этот счет. Выбираем USDT и дальше сеть. Сеть это очень важное условие. То есть, кроме того, что надо правильно выбрать монету, нужно выбрать правильно сеть. Конкретно эту сеть, в которой мы будем переводить. Потому что, переведя в другой сети, просто монета может потеряться, и ее больше не будет существовать, вы ее никак не вернете. Я выбираю, например, монету USDT, Tether, и это будет сеть TRC20, Tron. Вот это строго надо запомнить и использовать, например, для конкретно этого перевода. Дальше мы копируем наш адрес. Это адрес нашего кошелька, вот этого локального, который есть в приложении. Теперь переходим в биржу. У меня вот эта биржа MEX, возможно, у кого-то другая биржа, то есть, структура одна и та же. В кошелек. В кошельке мы выбираем USDT, у вас может быть другая какая-то монета. Выбираем USDT, перевод средств on-chain, то есть через блокчейны, через криптосеть. Дальше выбираем адрес, который мы скопировали, то есть обязательно строго проверяйте. Желательно так по-простому в начале и в конце, чтобы символы совпадали. И выбираем из предоставленных сетей конкретно сеть, которую мы брали. То есть это была TRX, Tron, TRC20. Мы выбираем эту сеть, потому что, еще раз повторюсь, это очень важно и надо всегда строго следовать вот этим двум связкам. Название монеты и название сети должно совпадать. Дальше выбираем сумму, которую мы хотим перевести. У меня тут нет, чтобы что-то переводить, то есть тут есть минимальные, вот, допустим, должно быть 3 USDT, но у меня там всего лишь какие-то центы. Поэтому для примера я просто показываю, как процедура происходит друг за другом. Итак, когда мы выбрали монету, нажимаем перевести. Возможно, вам придет подтверждение на телефон в качестве смс или на почту, то есть какой-то код циферный, который потребуется для того, чтобы ввести и подтвердить этот перевод. То есть не все так быстро. У некоторых подключена двухфакторная активация, поэтому в принципе тоже можно использовать ее, у каждого свою. То есть это просто процедура, так сказать, друг за другом, последовательность действий. Все, мы теперь эту сумму перевели, некоторое время ждем. В этой бирже мы можем посмотреть, в принципе, статус этого перевода, когда он полностью переведет, будет приходить уведомление. В какой-то бирже, может, этого не будет, какой-то кошелек, там, MetaMask или что-то подобное может прислать уведомление, не прислать уведомление, это не столь важно. Если все указано правильно, сеть верная, монета верная, сумма на счету была, мы делаем перевод, он через какое-то время приходит, и мы видим его вверху, в левом верхнем углу, как у меня вот тут 2,50, у вас может быть любая другая сумма. Итак, у нас сумма на счету есть, но эта сумма именно на счету нашего приложения, нашего кошелька, не на карте у нас еще 0. То есть сумма, которая на кошельке,
именно на этом счету, она возможна для отправки обратно, для пересылки, для накапливания, для стейкинга, ну это типа депозит и хранить там под проценты и тому подобное, все функции, которые доступны в любом обычном криптокошельке. Но как только мы переводим сумму со счета на карту, она возможна для использования только в одном направлении, только для расходования через карту, ну, как, к примеру, там через какие-то онлайн-покупки или через приложение Apple Pay или Google Pay. То есть эта функция обязательна для запоминания, потому что если вы переведете какую-то большую сумму, к примеру, на карту, то ее надо будет израсходовать. Не за раз, конечно же, но в целом периодически расходовать ее. Иногда бывает это не нужно, поэтому по факту сохранить сумму на самой карте не обязательно. Поэтому это уже на свое усмотрение, делайте как угодно. Теперь, как же внести сумму на карту? Еще проще. То есть тут уже есть кнопочка Top Up. Мы выбираем ее, и у нас есть возможность занести на карту, пополнить карту на USDT или на USDC. Это два стейблкоина, которые будут работать с этой картой. Если у нас там биткоин, эфир и так далее, он сконвертирует в ту монету, которую мы выберем. То есть по курсу текущему, который будет стоить на тот момент этого перевода. Минимально завести на карту можно $2. Чтобы это подтвердить, необходимо пройти, так сказать, проверку безопасности, подтвердить, что вы владелец кошелька и так далее. То есть это вот такая базовая в телефоне прямо делается. Подтверждаем. И процесс обновления данных, там пишется, что в течение получаса, но мне буквально вот зашло сразу там за несколько минут. То есть сам процесс это достаточно быстрый и можно сразу использовать. После того, как уже сумма на карте, мы видим именно в разделе карта, вторая закладочка, сумма 2.50, которую мы перевели. Поэтому в целом это все. Сейчас, если карта уже добавлена в Apple Pay, вы можете ее использовать, прикладывая к терминалу. Если это просто виртуальная карта для онлайн-покупок, вы можете внести эти данные в онлайн-магазине и эту карту использовать полноценно, как обычную любую другую там валютную карту. На этом все. В принципе, выглядит действительно сложно, потому что я такой душно тут все рассказывал, пытался там что-то там еще лишнюю какую-то информацию говорить. Возможно, при использовании вам будет еще проще это делать, потому что когда перед глазами в руках, все уже намного быстрее и проще получается. Ну и, соответственно, если есть какие-то вопросы по такому процессу использования, то пишите, возможно, я все-таки знаю какой-то ответ, и мы сможем вместе решить эту ситуацию. Спасибо за просмотр, всего доброго, всем профита!